Меня зовут Людмила Мурзина, и уже более 30 лет я занимаюсь частной практикой. 15 из них я обучаю профессии психолог. За время своего становления, за время работы в психологии, за время обучения моих учеников я увидела огромное количество ошибок, которые возникают при выборе тех направлений работы, которые используются в психологии. И эти ошибки, они приводят к разнообразию обучения, к набору дипломов и непониманию, как совместить полученные теоретические знания на практике друг с другом. И вот сегодня я как раз расскажу о том, что популярно в практической психологии, о том, как используются те или другие методы, какие методы подойдут именно вам и на какие направления можно идти учиться, да, а какие в вашем случае не подойдут и на них можно не обращать внимания, потому что это не будет вашим работающим инструментом, ну и, конечно же, сэкономит ваши деньги и время. И после разбора всех направлений я еще расскажу, как работать так, чтобы не выгорать, расскажу о том действенном методе, который помогает получать удовольствие от своей работы, от результата клиентов, ну и иметь, конечно, желаемый доход. Если вам интересно, то подписывайтесь, ставьте лайк, чтобы это видео могли увидеть те, кому оно сейчас крайне необходимо. Каждое направление в психологии – это особый инструмент, который должен слиться с самим психологом. Он должен подходить самому психологу по его индивидуальным особенностям, чтобы ему было интересно работать, чтобы он легко в нем разбирался и мог использовать его так, чтобы этот метод приносил результат клиенту, чтобы сам психолог мог объяснить клиенту, как это работает. И надо сказать, что в этом еще и заключается продажи психологических услуг. Поэтому все это важно. Чтобы вы понимали, что меня можно слушать, чтобы вы доверяли мне, сейчас я расскажу о своих результатах очень коротко. Я провела за время своей работы уже более 70 тысяч часов терапии. У меня прошли курс терапии более 7 тысяч клиентов соответственно. Почему такая корреляция, вы узнаете в конце этого видео. В свое время я работала с дошкольниками, то есть я была психологом дошкольным, затем я работала в школе, я работала в службе занятости населения, и все эти годы я занималась частной практикой. 15 лет я уже открыла свою консультацию, затем центр психологии, ну и обучаю все это время психологов с нуля. Также я веду и индивидуальное сопровождение психологов до получения результата с выдачей лицензионного свидетельства. И за годы обучения уже мои теперь ученики провели в совокупности более 200 тысяч часов терапии. То есть такую огромную помощь уже причинили миру. Все основные методы психологии я разделила на 4 направления, которые сочетаются друг с другом. Как я построю этот разбор? В каждом направлении, в каждом из 4 направлений будут раскрыты те методы, которые я туда включила, которые я объединила в эти направления. И в конце каждого разбора такого направления я буду подводить итог и рассказывать, а кому подходит этот метод или в целом направление, как его можно применить в вашем конкретном случае и нужно ли вам работать вот такими методами. Я рекомендую вам посмотреть это видео до конца для того, чтобы вы имели общее такое представление и понимали, что будет важно именно для вас в практической работе. Психологу, да и клиентам, всем очень важно знать, что есть базовые направления, базовые методы, в которых прорабатываются глубинные причины, предполагается комплексное решение проблем, а есть вспомогательные и незначимые методы.
Например, когда клиент приходит, и психолог, и клиент понимают, что одна проблема не существует, что она лишь симптом. Ну, то есть, например, недостаточно денег, никак вот не получается их заработать, плохое здоровье, не слушаются дети, конфликты в семье. Вот это лишь симптом, который, возможно, ярче всех остальных. Он более значимый, он такой болезненный. И в таком запросе не будет достаточно просто послушать или уметь послушать, проявить свою эмпатию или дать какой-то совет, сделать тест, ну или порассуждать с метафорическими картами. Ну, я уж не говорю о том, чтобы поиграть в какую-то игру. Тема подсветить клиенту его проблемы – это не помощь в их решении. У каждого клиента, который ищет своего психолога, он уже ищет его. У него уже горит у самого сигнальная лампочка, которая ему светит, и еще и сопровождается звуковой сиреной. Такому клиенту ему нужна действенная, реальная помощь. Поэтому при выборе направлений в работе, а мы говорим про частную практику именно, важно делать ставку на обучение комплексным методам и понимать, какие вспомогательные будут методы, чтобы их можно было использовать и сочетать, чтобы ваша терапия, она была результативной для клиента. И вот во всем этом сегодня мы с вами будем разбираться, поэтому берите ручку, бумагу, помечайте, что больше всего вам откликается, ну и пишите в комментариях. Я разделила все методы в психологии на таких 4 условных направления. Первое – это те, которые основываются на работе с интеллектом, на анализе поведения, ситуаций, на создании каких-то предполагаемых действий. Второе – это методы, которые работают с телом, и их мы объединим вот в это направление. Третье направление включают в себя методы, которые работают с чувствами, эмоциями, с психологическими бессознательными программами. Ну и четвертое – это комплексные методы, объединены в это направление, которые могут помогать в решении множества запросов, разных запросов клиентов и объединять в себя тоже несколько таких практик. Эта классификация не научная, она не представлена в учебниках. Я объединила в нее методы, чтобы нам с вами сейчас было предельно просто, понятно их разобрать. Итак, начинаем с самого первого. Это направление и те методы, которые объединены, основаны на интеллекте, на анализе поведения и различных жизненных ситуаций. Ну и, естественно, пути решения этого. Сюда мы включаем 7 методов, мы их сейчас разберем. Это самое большое количество из тех выбранных основных направлений, которые сегодня мы рассмотрим. Первое – это коучинг. Очень популярный сейчас. И кто такие коучи? Почему они в последнее время, кажется, прям нас процветают, их стало слишком много. Надо понимать или перевести это слово, да, коуч – это просто советчик. Коуч не может быть психологическим терапевтом, он не занимается терапией, ему не обязательно психологическое образование. Поэтому, если вас интересует это направление, вы можете смело пройти курсовую подготовку без всякого психологического образования или разобраться в какой-то теме и назвать себя коучем. Коуч помогает в достижении целей. И взаимодействие коуча и клиента – это такое некое партнерство, в котором коуч вдохновляет для решения каких-то разных задач. Он может быть полезен в вопросах питания, то есть снижения, набора веса, в составлении меню, в сопровождении. Вот в этом процессе
Коуч может быть полезен нам, когда нужно внедрить новые навыки, формировать привычки. Ну, в общем-то, сейчас мы видим в ведении соцсетей, в обучении продажам. Словом, это такой двигатель, скажем, подпиныватель клиентов к своим целям с их же согласия. Второй метод тоже на слуху сейчас – это транзактный анализ. Транзактный анализ основан на концепции Эрика Берна, согласно которой у человека есть 3 таких состояния, о которых вы наслышаны, это точно. Это позиция ребенка, позиция взрослого и позиция родителя. От того, в какой момент мы находимся, в какой позиции, позволяет нам как-то коммуницировать с миром. То есть, если мы с вами, если наш клиент или кто-то другой находится в позиции ребенка, я бы сказала, что это частая позиция в текущем периоде, то мы будем наблюдать, что это человек обидчивый. Первый показатель детской позиции, позиции ребенка, это обидчивость. Это какие-то претензии, это позиция состояния жертвы, когда вот кого-то начинают как бы унижать, ему так кажется, что вот все к нему предвзято относятся. Это детская позиция. Если же человек, мы видим, начинает агрессировать, повышать тон, контролировать всех и вся вокруг, вот это позиция родителя. Такая наказующая считается у нас позиция. Если человек умеет коммуницировать на равных, то вот это и есть позиция взрослого. Так вот, интересные здесь такие противоречия. На равных коммуницировать сейчас, в текущее время, у нас могут немногие люди. Я бы сказала, что это очень маленькое количество. В основном общество находится у нас в детской позиции, в инфантильной. В каком бы возрасте ни приходили к нам клиенты, мы практически всегда работаем над тем, чтобы у нас клиент повзрослел. Ну, и я хочу сказать, что в текущее время прямо культивируется вот эта позиция ребенка. Вы, наверное, все слышали такую фразу, читали, видели: налюбить свою внутреннюю девочку, накормить своего внутреннего мальчика. Но вместе с тем мы хотим, чтобы почему-то рядом с нами был зрелый мужчина, да, а не мальчик. Но вот эта тема все-таки, она у нас такая распространенная стала. Есть подмены, связанные с эзотерикой, я не буду сейчас в этом углубляться. И, соответственно, если говорить о том, что это некий метод терапии, я бы сказала, что нет. Он лишь определяет или позволяет нам определить на уровне ума, в какой позиции я сейчас нахожусь. И то это очень сомнительно, потому что если вы, например, находитесь в позиции ребенка, то вы вряд ли сможете проанализировать сейчас свое состояние. Вам просто обидно будет, вы просто будете страдать. И вот подумать о том, что ой, я же сейчас в позиции ребенка, мне надо стать взрослым, вот у нас не получится. Ни у нас, ни у клиентов, ни у кого-то другого. Нужно очень сильно напрягаться, очень нужно контролировать себя, да, то есть стать для себя в позицию взрослого или в позицию даже иногда родителя, взять так вот за шкирку, сказать: иди что-то делай, это проблематично, это тяжело. Если же человек находится в позиции родителя, вот никто не согласится, что ой, я сейчас для родителя, для своей там жены, для своего мужа, это можно, конечно, так вот подтянуть, признаться как бы себе, но не хочется. Все равно мы остаемся вот в этой в контролирующем состоянии и создаем проблемы, собственно, себе и другим. Но иногда, и я бы сказала, сейчас эта позиция очень прямо сильно нужна, потому что, с одной стороны, плохо, когда мы находимся в позиции родителя по отношению к своим родителям, да, начинаем их контролировать, воспитывать, что-то за них решать, помогать, и так далее. Я имею в виду тех родителей, которым, в принципе, еще эта помощь не особо нужна. Или по отношению к друзьям, по отношению к супругам, партнерам.
Вот. Но, опять же, сейчас стало недостаточным проявление этой позиции, родительской позиции для своих собственных детей. И вот здесь наши дети, они могут очень сильно манипулировать, маленькие дети, особенно сейчас. И когда современные родители стали читать много информации, слышать эту информацию о том, что родители недолюбили, чего-то не додали, были жесткими, были требовательными. И вот сейчас я не хочу быть таким для своего ребенка. И, соответственно, начинают опускаться на детскую позицию, начинают обижаться, начинают играть, заигрывать, да, и попадают в манипуляцию своим же собственным ребенком. Поэтому вот все-таки эти роли, они нужны. Но я хочу сказать, что само вот это знание, в какой позиции мы находимся, оно у нас появляется только постфактум. Постфактум мы можем как-то проанализировать и настроить себя на какие-то поведенческие такие новые сценарии и как будто бы начать взаимодействовать с окружающими по-другому. Хорошо, если это получается. То есть, опять же, на основе волевых каких-то своих состояний. И вот здесь снова конфликт, да, если мы чаще находимся в позиции ребенка, то вот здесь сила воли, она как-то у нас там страдает, да, и произвольная сфера, она оказалась несколько не сформированной. Поэтому надо иметь в виду, что этот метод, он как терапия работает не совсем удачно. Следующий, третий метод – это нейролингвистическое программирование или НЛП, кратко мы называем. Оно пришло в Россию достаточно рано, это один из первых методов, которые у нас появились в 90-е годы. Ну и давайте разбираться, что такое НЛП. Надо сказать, что нейролингвистическое программирование – это обучение приемам успешных коммуникаций, методам саморазвития, ну и самое главное, методом влияния на других и достижения своих собственных целей в этих взаимодействиях. Такой подход, он основывается на утверждении о том, что есть некая такая связь с неврологическими процессами, с языком и с поведением человека, что и, собственно, у нас прослеживается в самом названии. Да. НЛП особое внимание уделяет сигналам, которые получает человек через органы чувств. И в свое время, когда я работала в школе, то мы использовали именно такой подход в обучении с детьми, включая нейропсихологические методы обучения. Ну, то есть здесь хорошие такие взгляды, хорошие подходы, действительно эффективные методы для преобразования каких-то паттернов поведения в новые. Но чаще всего это происходит под воздействием других людей и с целью получения выгоды. Да? У нас чаще всего НЛП применяется где? В продажах. Это направление основывается на модальностях взаимодействия с миром, и вы, наверное, все их слышали и знаете, что это визуальный, аудиальный, кинестетический контакт, на котором, в принципе, все взаимодействие и строится. Кому подходит этот метод? Тому, кто хочет использовать такие манипулятивные аспекты или научиться взаимодействовать с клиентом, но использовать не как основной метод в работе, да, когда мы вступаем в контакт с клиентом, когда ведем первую беседу, дальнейшее наше взаимодействие, это очень хорошо уметь использовать НЛП для того, чтобы повлиять на ситуацию клиента. Я имею в виду нас, психологов. И надо учитывать, что он основывается не на подсознании, а на верхних отделах коры головного мозга, то есть на тех наших когнитивных процессах, с которыми мы работаем. Да? То есть внимание, память, мышление, воображение. И добиваемся мы этого взаимодействия, основываясь как раз на том, какой ведущий канал восприятия у человека. Либо он воспринимает на слух, либо он любит посмотреть и увидеть. И есть какие-то опорные слова, которые мы используем для того, чтобы взаимодействовать с клиентом. Четвертый метод
терапии, о которой мы сейчас будем говорить, это ДПДГ. Чаще мы его вот в аббревиатуре используем в речи. Это метод десенсибилизации, переработки информации с помощью движения глаз. И вы, наверное, видели, слышали уже, что есть такой метод, который помогает нам. Характеризуется он тем, что психолог не просто беседует, да, а мы видим вот это движение пальцев или видим, когда психолог ручкой предлагает клиенту двигать глазами, ну, в определенных заданных направлениях. В последнее время этот метод такой, скажем, достаточно древний, потому что он был разработан Шапирой уже в 1987 году, он начинает сейчас набирать обороты, набирать популярность. Почему? Потому что этот метод тоже достаточно быстрого решения вопросов, проблем клиента и вывода его из кризисной или критической ситуации. И если раньше он разрабатывался и работал для снятия постстрессовых состояний, работал с длительным стрессом очень хорошо, то сейчас этот метод начинают использовать в большинстве жизненных ситуаций, которые мы, собственно, все стали относить к стрессам. В каких случаях сейчас у нас применяется ДПДГ и почему вдруг он стал популярным? Ну, потому что сейчас я хочу сказать, что из наблюдения в своей работе, и в работе моих коллег стало очень много зависимостей от алкоголя, наркотиков, от вообще девиантного поведения. И с такими зависимостями этот метод работает в проживании всех тех эмоций, которые, в общем-то, мешают, да, приводят к зависимостям. Есть, собственно, зависимости даже от эмоций, и с этим тоже работает ДПДГ. Я хочу сказать, что сейчас очень много стало таких тревожных состояний, и стало много панических атак, много таких обращений, много клиентов. ДПДГ здесь в помощь. И этот метод сейчас адаптировали вообще под работу с разными запросами. Он очень хорошо может работать и быстро, может работать с темой отношений, каких-то прошлых, текущих конфликтов, кризисных ситуаций, которые прямо вот здесь и сейчас, а не то, что когда-то они там были в прошлом, да, и как длительный стресс сохранились. И вот здесь тоже мы работаем с помощью движения глаз, проживая разные закрепленные эмоции, в основном это у нас страхи и тревога, которые у нас переводятся, опять же, на уровень сознания. То есть сам метод работает на уровне интеллектуальных процессов, на уровне, почему движение глаз, да, потому что глаза, я уже говорила, это открытые выросты головного мозга, и поэтому в этом методе это очень быстрое воздействие на кору головного мозга и переработку информации. В общем-то, этот метод я считаю достаточно эффективным, но предполагаю и предлагаю использовать его как вспомогательный метод, который могут освоить, могут применить психологи как такой хороший дополнительный инструмент к любым основным методам. Пятый метод – когнитивно-поведенческая терапия. Или все вы слышали КПТ. Это очередной такой психологический подход, и основная его идея в том, что мысли и убеждения влияют на эмоциональное состояние. Собственно, это очень часто же транслируется и в коучинге. И вот с точки зрения этого подхода причина всех негативных переживаний не в жизненных обстоятельствах, а в их интерпретации человеком. Да, я с этим соглашусь. Но естественно, что все у нас, опять же, опирается на нашу логику и наше мышление. И вот когнитивно-поведенческая терапия учит выявлять эти убеждения, ошибки мышления, которые искажают, собственно, нами же
то восприятие реальности, которое нас окружает. И опять же, мы обращаемся к тому, чтобы мы сами постоянно отслеживали свое поведение. Из своей практики я знаю, что это практически невозможно, но тем не менее, что же есть у нас в КПТ? Почему этот метод все-таки популярный? Несмотря на то, что когнитивно-поведенческая терапия не углубляется в чувственный мир, не углубляется в бессознательные мотивы поведения, она работает на уровне когнитивных процессов, на уровне интеллекта, но вместе с тем, по идее КПТ, каждый человек может управлять своими мыслями, своими далее эмоциями, да, чувствами и телом. Вот. Имеет ли это место быть? Я хочу сказать, что для тех людей, которые живут от логики, от рационального такого отношения к жизни, живут на волевых процессах, на контроле себя, то да, это может быть таким инструментом. Но я хочу сказать, что жить только на интеллектуальной диете бывает достаточно сложно. Почему? Потому что все-таки 94-98% нами управляет наше подсознание. Что такое подсознание? Это очень значительная часть психики, часть бессознательного, которая не управляется сознанием, не управляется нашим контролем. Мы не можем проследить, что там происходит сейчас у нас где-то в других слоях. И то, что имеет уже устойчиво сформированные нейронные связи. Так вот, наше подсознание, оно проявляется у нас через привычные гормональные реакции. И сейчас это модно, все отслеживают гормоны, кто-то гормоны радости, а кто-то живет на других гормонах, на гормонах стресса. И вот эти состояния, вот эти вот подсознательные, бессознательные проявления, они будут давать нам больше повода для того, чтобы у нас был всплеск эмоций, которые иногда, к сожалению, ну или к счастью, я не знаю, зашкаливают в нашей жизни. Да? То есть, когда пошла реакция, и вдруг вы не понимаете, почему вы так поступили, зачем вы сейчас накричали, зачем вы сейчас кого-то оскорбили или ударили. И только потом вы сидите и думаете: боже, зачем я все это сделал или сделала? Я что, не мог или не могла себя проконтролировать? Ну, не могли, получается, да, потому что в этот момент пошла бессознательная реакция, которую удержать на уровне своего сознания невозможно. Про то, как работают у нас эмоции, на канале у меня есть там, по-моему, целых 2 видео, вы можете посмотреть и с этим поразбираться. Ну и еще один пример. Представьте себе, что если у вас заболел живот или появилась какая-то другая серьезная боль, а вы сейчас используете этот метод и как-то хотите себя убедить, что нет, на самом деле это не так, я думаю, что это будет сделать сложно, а может быть практически невозможно, потому что боль, потому что тело это наше бессознательное, оно будет в данном случае сильнее тех убеждений, которые у нас есть. Ну и надо сказать, что эти же самые убеждения о боли сформировались у нас практически сразу после рождения, когда кто-то сказал, что ой, больно, ой, у нас болит животик, ой, у нас болят, режутся зубки. Да? И нужно иметь в таком случае достаточно большую связь со своим телом, большой такой энергетический потенциал для того, чтобы эту боль убрать. Поэтому здесь вот в КПТ есть такое небольшое разночтение. 6-й метод. К этому методу я бы отнесла очень похожее направление, называется оно рационально-эмоционально-поведенческая терапия, очень созвучно, которая тоже у нас популярна, которая тоже преподается на разных курсах. Не буду ее сильно раскрывать, само название уже вам говорит о многом. И сущность этой терапии, в принципе, основывается на том же, чтобы избавиться от каких-то методов мышления, от своего привычного поведения, которое должно сформироваться
посредством самовнушения, самостоятельно, ну или убрать те вариативные обстоятельства, то есть опять же действовать от ума и по определенному плану, по рациональному плану. 7-й метод очень интересный – это позитивная психотерапия. Этот метод появился у нас в начале 2000-х, и вот все эти годы он присутствовал, много разночтений этого метода. И я хочу сказать, что позитивная терапия у нас исходит от восприятия того, что основным принципом этого метода в основе лежит надежда на человеческие способности, на человеческие ресурсы. Неплохо, неплохо, я думаю. Что еще применяется здесь? Здесь происходит анализ состояния клиента, исходя из модели баланса тех сфер. Помните, все колесо жизненного баланса, вот он как раз относится к именно этой терапии, когда мы рисуем, когда мы видим, что у нас где-то чего-то не хватает, мы начинаем выравнивать, ну, как бы мечтать о том, что вот, когда мы это выровняем, все у нас будет хорошо, и какое-то время это нас поддерживает. Я хочу сказать, что в своей практике использую с удовольствием колесо жизненного баланса, но прекрасно понимаю, и мы отслеживаем, что далеко не у всех это колесо выравнивается, смотря как на него посмотреть и с какой точки зрения. Поэтому основной принцип позитивной психологии – привести все в состояние баланса. Ну и надо сказать, что это один из таких самых критикуемых методов на сегодня. Какие основные претензии к этому методу? Они заключаются в том, что человек уходит от реальности в какие-то свои позитивные такие иллюзии. На этом методе сейчас у нас больше всего проявляется множество таких эзотерических течений, эзотерических направлений, когда говорят о том, что не обязательно ставить цели, не обязательно читать книги, не обязательно развиваться и так далее. Все придет само по себе, стоит только себе там вот поразмышлять, выстроить какое-то определенное намерение позитивное, и все случится. Если мы говорим о том, что самое главное – это состояние, то это не поверхностное состояние, поверьте мне, оно должно быть у нас изнутри для того, чтобы достигать каких-то целей. А соответственно, в этом методе происходит как бы отрицание тех внутренних проблем, которые существуют, тех внешних обстоятельств, которые создают наше настроение, вызывают наши эмоции, и соответственно, жить в иллюзии какого-то будущего. То есть не здесь и сейчас, а где-то там в будущем, которое, наверное, будет хорошо. И если находить плюс, то я отчасти соглашусь, что этот метод, он нужен. Нужен такой подход, такой взгляд. Нужна надежда, нужна вера в клиента, нужна вера в себя. Да? И в своей работе я практически часто использую, говорю всем психологам о том, что позитивно проведенная сессия позволяет решить очень много. Позитивный настрой, смех, улыбка, радость, а это нам очень сильно помогает. Но вместе с тем я все-таки работаю достаточно такими глубинными методами в психотерапии. Но если мы будем исключать эти позитивные подходы, то у клиентов не появится надежды, у нас не будет, опять же, веры в то, что результат у клиента будет, и, соответственно, работать будет достаточно сложно. Поэтому вот в этом ключе позитивная психология, она не просто может быть использована, а должна быть использована. К этому я хочу еще добавить. Маг-терапия, психологические, трансформационные игры – это все я не считаю методами психотерапии. Это мое личное не просто мнение, это убеждение. Но опять же, это все может быть вспомогательным инструментом в работе психолога. Основываются вот все перечисленное на ассоциативных умозаключениях. Поэтому эти
инструменты, они не очень валидные, то есть это необоснованные методы, которые еще не дали никаких стойких результатов. Это ситуативные инструменты. Больше они играют роль такой воронки продаж услуг психологов, то есть помогают понять наличие проблемы. Но бывает и другой вариант, да, создать иллюзию отсутствия этой проблемы, смотря как прочитать ту же самую карту или подумать об игре. И иногда клиент остается в этой иллюзии, ну нет, вот карта же сказала, все у меня хорошо, и он начинает обрастать большим количеством проблем. Кому подходит вот это первое направление и эти все методы? Тем, кто любит, кто умеет давать советы, умеет анализировать причинно-следственные связи видимых событий, любит брать на себя ответственность за эти советы, у кого много энергии, кто хочет постоянно заряжать клиентов, подходит для таких достигаторов, целеустремленных людей, в общем, одним словом, лидеров по жизни. Второе направление, которое мы с вами разбираем, это методы, работающие с нашим телом. И 8-й метод – телесно-ориентированная психотерапия. Рассматривает физиологические функции нашего организма как такую важную, неотъемлемую часть всего того, что происходит в нашей жизни. И приравнивает ее, в общем-то, к психологическим, энергетическим функциям, основывается на результате коррекций, связанных с физическим состоянием. То есть надо понимать, что есть подходы и методы, которые работают, начиная с психики на тело, есть то, что работает с телом и приводит к неизменным результатам нашей психики. Как правило, здесь используются техники такого физического телесного контакта, используются с опорой на работу телесных функций, таких как дыхание, движение, статика, напряжение тела, расслабление тела, проработки каких-то состояний вот в этих контактах. И все эти методы, они связаны с физическими нагрузками, разгрузками, да, то есть тоже таким же отслеживанием, ощущением, с опорой на понимание тех ощущений, возможно, даже на развитие интуиции, на проработке глубинных, бессознательных состояний, которые у нас зафиксировались в теле. То есть почему этот метод работает? Потому что первый процесс, я говорила не раз, у нас формируется процесс ощущения. Дверь хлопнула, мы напугались, вздрогнули, да, и, соответственно, вот это вот уже движение, оно у нас будет повторяться. И если мы вдруг опять в очередной раз напугаемся, то у нас будет то же самое движение нашего тела, и оно будет первично, и только потом мозг наш поймет, я напугался. Точно так же с обидой, точно так же с формированием всех абсолютно эмоций, которые начинают свое движение из того ощущения, которое сформировано в теле. Поэтому этот метод, он подходит тем, кто начинает с самых глубин, да, работать. Сюда же входит танцевально-двигательная терапия, вокалотерапия у нас сейчас активна. Помогает ли это справиться с решением разных вопросов невротического такого характера? Может ли этот метод работать со стрессами? Да, абсолютно да. И это помогает тому, у кого может быть... Это люди, которые такие вот телесники, да, которым хочется обниматься, которым хочется прижиматься, которые хотят испытывать очень комфортные такие ощущения всех прикосновений, которые очень сильно ощущают это пространство. И это те люди, которые легко вступают в телесный контакт. У них очень суженные
или отсутствуют вот эти энергетические границы. Они позволяют другим к себе прикасаться и сами тоже вот предпочитают очень близкий такой физический контакт. И я бы рекомендовала это для тех, кто в работе, да, для тех, кто сам такой вот телесник, которому очень комфортны вот эти все прикосновения. Если же это не происходит, то и у клиента будет сопротивление, ну и специалист, естественно, не сможет использовать эти методы. И я бы даже сейчас включила, не буду разбирать отдельно, метод кинезиологии, где тоже есть контакты физические, и если вы не ощущаете, если вы сам не телесник, если вам это некомфортно, то кинезиология, как и этот метод, будет не для вас. 9-й метод, о котором мы сейчас говорим, это психодрама. Психодрама соединяет в себе работу с телом, проживание этих состояний и перевод их на понимание своих эмоций, на понимание тех чувств, которые человек испытывает. Что происходит в работе этим методом? Здесь всегда происходит разыгрывание какой-то ситуации в жизни человека. То есть всегда, когда мы говорим о каких-то движениях, перемещениях в пространстве, с работы с заместителями, да, мы будем говорить все-таки о том, что опора идет прежде всего на первичные вот эти состояния, на проживание ощущений и понимание этих ощущений. И в классической психодраме всегда абсолютно есть спонтанность, то есть проявление каких-то подлинных таких искренних чувств, поведенческих реакций, которые есть у человека в данный момент по отношению к заместителям тех людей, отношения с которыми он сейчас проживает. Ну и здесь, конечно же, работа с ролями, это расширение такого репертуара ролей, репертуара своих каких-то поведенческих реакций, которые вот в этом методе проигрывают. И чаще всего здесь в этом методе находятся новые способы для решения личных проблем, чаще всего связанных, конечно же, с взаимоотношениями, когда мы берем заместителя и когда вот ощущаем, это подходит вот так сказать эту фразу или не подходит, подходит вот так повести себя или не подходит, подходит мне сейчас обнять партнера или не подходит. И всегда у нас есть тот, кто будет замещать реального человека в этой проработке. От терапевта здесь требуется такая прям внимательная проработка и клиента, и всех его заместителей. К сожалению, мне иногда приходится дорабатывать после психодрамы, приходится дорабатывать с клиентами после расстановок, к сожалению. И я хочу сказать, что если же в сеансе вот в таком остаются какие-то незакрытые паттерны поведения или вскрываются те сценарии, которые были достаточно глубоко, потому что в этом контакте ведь заместитель-то он тоже проигрывает, но ставку на то, чтобы он проработал свои проблемы, особо никто не делает. И поэтому чаще всего вот эти заместители, они остаются со своими переживаниями вскрытыми, с этой вскрытой раной, и потом начинают искать себе специалиста и прорабатывать. Либо страдать и беспокоиться, не понимая, откуда и почему у него сейчас появились вот разные состояния. Эффективность этого метода, она абсолютно всегда будет зависеть от личности клиента, будет зависеть от личности психотерапевта, от его жизненного опыта, от его квалификации, от его собственного поведения в ходе терапии. Но я хочу сказать, что это такой не очень экологичный метод для начинающего специалиста. Здесь прям нужен опыт. Кому подходит психодрама? Во-первых, я уже сказала, что эти люди, они тоже должны быть такие коммуникабельные, люди тактильные, и вообще сам метод работы с телом, он подразумевает, что это люди, которые должны любить, должны хотеть, желать быть в группе, любить контакты, любить большое количество, любить прикосновения. Да? Характерно, наверное, тем, кто любит
различные прикосновения в виде массажей, да, каких-то таких, когда непосредственно касаются чьи-то руки. И, как правило, все эти методы, связанные с телом, они групповые. Они как раз и построены на том, чтобы был вот этот контакт. Поэтому специалисту нужно будущему иметь в виду, что все-таки придется работать с группой, чтобы этот метод, эти направления эти методы в этом направлении работали эффективно. Разбираем третье направление. И здесь объединены те методы, которые работают с чувствами, которые работают с эмоциями и психическими бессознательными программами. И у нас с вами 10-й метод, очень известный, очень популярный многие годы. Сейчас я вижу, что очень многие психологи получают квалификацию психоаналитика. И мы с вами говорим про психоанализ. Это такой психотерапевтический метод, метод долгосрочной терапии. Все знаете, что основная идея учения Фрейда заключается в том, что причиной наших всех неврозов, личностных расстройств во взрослом возрасте являются бессознательные детские сексуальные фантазии и забытые состояния с детства. Психоанализ не просто один из видов психотерапии, который помогает справиться с различными проблемами. Этот метод дает возможность раскрыть клиенту его глубокий такой внутренний мир, но все-таки использование в нем свободных таких ассоциаций, их отреагирования. И опять же мы говорим о том, что нужно размышлять, нужно проговаривать, нужно разбираться до того момента, пока не произойдет инсайт или катарсис, когда происходит вот это проживание, и вот это вот «я поняла», да, то есть вот это вот «я поняла», ну, то есть когда прям до 5-й точки дошло, как я говорю. Определяя для себя выбор этого метода, надо иметь в виду, что прикосновение к бессознательному – это очень такой ответственный шаг, и психоанализ работает на уровне интеллекта, я повторюсь, на уровне инсайта, которые должны давать понимание, полное такое понимание глубинной причины любой проблемы. Поэтому требования к психоаналитику, они такие достаточно высоки. И главным условием допуска специалиста к проведению психоанализа является его профессиональная компетентность. То есть это такая фундаментальная теоретическая подготовка, определенное количество часов личного психоанализа, множество супервизий. И поскольку эффективность анализа во многом зависит от личности эксперта, то психоаналитику потребуются такие качества, как эмпатия, очень высокий уровень интеллекта, доброжелательность, умение расположить к себе собеседника, ну, хотя это присуще всем специалистам в сфере психологии. Это богатый словарный запас, потому что там много ассоциаций, это начитанность такая, но не конфликтность, я бы сказала, толерантность в высшей степени, ну и высокая саморефлексия. 11-й метод – это психодинамическая психотерапия. Это направление в психологии развивается сейчас на базе психоаналитической теории Фрейда. И естественно, что все подходы, они очень похожи, основываются на теориях, в которых решаются конфликты, сформированные в детстве. То есть они работают в бессознательном. Этот метод используется при большом спектре запросов, опять же, работы с зависимостями, реабилитации всех зависимостей, игроманов, шопоголиков, пациентов с тревожными расстройствами, фобиями, ОКР, депрессиями, какими-то
какими-то психологическими расстройствами волевой сферы, пограничными расстройствами личности, анорексией, панические атаки, биполярные расстройства, тревожные пограничные расстройства, деменцифобия. Ну, то есть вот большой-большой вот этот спектр приближенных к клиническим диагнозам. И основывается этот метод тоже на свободных ассоциациях, на толкованиях снов, на терапевтических переносах. Чаще всего это метод терапии групповой. Я шучу, он объединяет людей по интересам, то есть по тем проблемным запросам, которые схожи, для того, чтобы они могли проживать вот все эти состояния идентично, дополняя друг друга, открывая в себе все больше и больше вот этого бессознательного. И здесь все, что я перечислила, имеет прямое отношение к пониманию себя, к чувствованию себя, к своим состояниям, к чувствованию окружающих, к необходимости осознавать свои потребности, к пониманию мере ответственности, развивать какие-то навыки реализации собственных желаний. И предполагается, что когда мы работаем с группой, то создается такая устойчивая атмосфера взаимной поддержки. И это для специалиста должен быть, прям я бы сказала, высший пилотаж в своей работе, чтобы работать с такими категориями людьми. Все-таки я считаю, что... Не считаю. Я предпочитаю работать с ними индивидуально, и другими методами. То есть для меня это комфортнее. Работать с группой особенных вот таких людей, которые усиливают постоянно свои проблемы, это достаточно сложно, это очень сильная, мощная нагрузка на себя. Ну и, конечно, просто пройдя какое-то обучение, получив теоретические знания, использовать этот метод, я бы сказала, нужно иметь большую смелость. 12-й метод, который прекрасный, который я бы рекомендовала всем психологам, это эриксоновский гипноз. Это такой метод мягких внушений. Почему мягких? Потому что директивное внушение, которое мы используем в гипнозе, вы будете чувствовать себя спокойно, да? Вы забудете о страхе. А Эриксон, он использовал и разработал вообще свой гипноз на том, что он понял, что люди очень комфортно отзываются на его голос, на вариации, такие обтекаемые внушения, в которых что мы слышим там? Может быть, вы заметите, что со временем начнете чувствовать себя спокойно. И увидели разницу, да? И поэтому вот это все позволяет обойти все психологические защиты, расслабиться человеку, и он входит в эти состояния достаточно легко. Эриксон считал, что каждый человек сам в состоянии находить правильное решение. И поэтому у него вот такая вариативность. Я с этим соглашусь. Использовать этот метод, я уже сказала, может большинство психологов, которые легко управляют своим голосом. Как это сделать, я, кстати, этому тоже научаю. Очень хорошо эриксоновский гипноз дополняет все методы образной терапии. Ну и у нас с вами 13-й метод – аналитическая терапия. По Юнгу это и терапия одновременно, это и путь самопознания, и путь саморазвития. Он основан на исследовании сходства психологических состояний, ситуаций, в которых оказывается человек с сюжетами разнообразных мифов и сказок. Например, мужчина совершает свои подвиги, схожие с подвигами Геракла. Или сейчас у нас девушки все припоминают сказку «Русалочка» и каким-то образом начинают идентифицировать себя, разбирая все те свои переживания, которые есть у русалочки. Юнгианский анализ, он позволяет клиенту высвободить свою энергию из-под власти, скажем, этого мифа и направить ее на раскрытие своего личностного потенциала. К этому методу сразу 4-й метод – это арт-терапия, это метод психотерапии, использующий
тот творческий потенциал, творческую активность клиента для проработки и для решения его психологических проблем. Он комфортно дополняет юнгианские подходы в аналитической терапии. То есть эти два метода, они очень хорошо соединяются. В арт-терапии вы все знаете, что широко применяется рисование, лепка, музыка, фотография, кино, литературное творчество, актерское мастерство. К видам терапии мы относим и сказкотерапию, мы относим песочную терапию, игротерапию, цветотерапию, нейрографику сейчас, ну и ряд других видов. Арт-терапия также легко сочетается с большинством просто методов и активно применяется на практике. Но больше я бы порекомендовала все-таки этот метод творческим людям. Если у вас нет таких вот задатков, нет таких порывов, то есть множество других методов, которые вам подойдут. Ну и мы переходим к четвертому направлению, это комплексные методы. И у нас с вами 15-й метод – интегральная трансперсональная психотерапия. Очень интересное, красивое название, красивые слова. И в основе этого метода лежит совмещение элементов дыхательных практик, телесно-ориентированной терапии, арт-терапии, психосинтеза, которые взаимодействуют друг с другом и позволяют вести работу на глубоком уровне психики и обойти механизмы, тоже обойти психологической защиты, добиться эмоционального, физического такого отреагирования вытесненных эмоций и переживаний. То есть такой вот мощный метод, и он тоже все время возвращает к себе, к проживанию всего того, что есть. В принципе, в данной психотерапии может меняться даже жизненная позиция клиента в отношении каких-то таких психотравмирующих переживаний, проживаний разных ситуаций и изменения отношения к этому. И все эти результаты, они достигаются за счет достижения клиентам в таких измененных состояниях сознания, работать с широким спектром запроса, то есть достаточно такой действенный метод. 16-й. И опять мы говорим о популярном методе гештальт-терапии. Название этого метода происходит от немецкого слова гештальт, то есть форма или структура. Термин гештальт понимается как единица анализа психики и обозначает такие цельные, какие-то несводимые к сумме своих частей образования сознания. Гештальт-терапия помогает человеку обрести некое целостное представление о себе и начать жить здесь и сейчас. То есть не в мире прошлого, не в фантазиях будущего, а вот прямо здесь сейчас. И я хочу сказать, что несколько вот здесь бывает искаженное понимание и трактовка гештальта, потому что жить здесь и сейчас по принципу в моменте не говорит о том, что не надо думать о будущем. Да, не нужно уходить в иллюзии будущего, как мы говорили в позитивной психологии, но, тем не менее, у человека все-таки должны быть какие-то цели, задачи, представления о своем будущем, куда он будет идти, но проживать здесь и сейчас. Вот это каждое движение и каждый шаг к своему будущему и наслаждаться в этом настоящем. Но я хочу сказать, еще гештальт-терапию называют терапией контакта, то есть больше она рассматривается во взаимодействии с окружающим миром. То есть есть некий субъект, который находит те способы, которые позволяют ему контактировать комфортно с внешним миром и другими людьми. Ну и в гештальт-терапии есть огромное множество техник, которые терапевт выбирает сам, исходя из запроса клиента. Это тоже может быть долгосрочной терапией до 2-3 лет, когда клиент может приходить прямо каждую неделю к гештальтисту и прорабатывать что-то. Каждый запрос возникает на следующую неделю. Здесь нет определенного курса, и в этом
ну, небольшой такой минус. Есть еще одно направление у нас в терапии, которое работает с бессознательными состояниями, с более глубинными состояниями, и называется он трансперсональная терапия. Это такое направление в психологии, где соединяется сознание и духовность. И больше это направление похоже на эзотерическое, но отличается, у него есть очень важное такое отличие, что все-таки вот этот духовный рост, он, скажем так, соединяется, сочетается с личностным ростом человека. И, соответственно, удерживает клиента вот в его жизненной реальности, в исследовании тех аспектов человеческой психики, то есть воссоздание, активизацию своих ресурсов для того, чтобы в повседневной жизни, не уходя куда-то там вот в высшее состояние, использовать все то, что ему может служить источником роста и развития. Вот это основная цель этой терапии. И здесь могут использоваться разные такие методы, комплексные методы, и они более духовные, мы много применяем там медитаций, дыхательных практик, визуализаций, и все они ведут к тому, чтобы человек не просто был где-то, витал в облаках, а чтобы он мог помогать себе наработать здесь сейчас, работать со своими состояниями, личностно расти и развиваться. И вот как раз это главное отличие психологического подхода в терапии от эзотерического. Я хочу сказать, что этот метод, он используется чаще как дополнительный отдельными психологами, которые сами выбирают путь духовного развития. То есть те, кто практикует как раз медитации, да, это вот прямо основной показатель. Ну и самый интересный метод, 18-й метод, комплексный, который только начинает набирать обороты, хотя он уже давно у нас в России, и мы знаем, что все новое – это хорошо забытое старое. Я сейчас говорю про символ-драму или кататимное имагинативное проживание образов. Этот метод создан Ленером. Преимуществ этого метода огромное множество. Сейчас я только коротко. Первое, он объединяет в себе основные методы современной психотерапии. Психоанализ, гештальт, КПТ, эриксоновский гипноз. То есть сразу говорим о том, что если вы изучаете символ-драму, если вы научаетесь работать этим методом, то вот это все не нужно больше идти и где-то добирать, где-то еще проходить какие-то курсы. Второе, этот метод самый экологичный в психотерапии. Он легок в освоении, он работает с подсознанием клиента, не вмешиваясь в его образы. То есть здесь мы не присоединяемся к тем глубинным проблемам, которые есть у клиента. Третье. Символ-драма доступна даже начинающему специалисту. Она работает с разным возрастом, с разным полом клиентов и позволяет, пятое, позволяет получать высокие результаты в проработке множества жизненных проблем. Но, как у всех методов, которые я перечислила, практически во всех направлениях в символ-драме предполагается лишь набор разрозненных мотивов для проработки бессознательных проблем. Что же делать тем, кто все-таки начинает практику? Как сделать так, чтобы не разочароваться в выбранной профессии? Если вы еще здесь, то эта информация вам очень важна. Поэтому ставьте в комментариях лайк. Мне очень приятно, что вы потратили столько времени на то, чтобы прослушать всю эту информацию. И поэтому слушайте, смотрите дальше. Как начать работать психологом, стать успешным, востребованным и остаться психологически устойчивым. Всем психологам абсолютно я рекомендую работать курсом терапии и учу работать только так. Вы можете легко
просчитать свою будущую нагрузку, свой будущий доход, принимая единичных клиентов и работая курсом терапии с 10 сессий. Это оптимальный на мой курс, зайдя на мой сайт. Ссылка под этим видео. Чтобы работать курсом, важно научиться его продавать. А чтобы продавать, нужно иметь этот самый курс. И вы можете из тех выбранных направлений, которые я сегодня охарактеризовала, создать такой курс, взяв определенные методы, работающие друг с другом. Я вам показала уже, что с чем работает и как это дополнить. И таким образом построить свою практику. То есть все можно сделать самостоятельно, имея какой-то определенный опыт и определенное представление. Но сейчас я вам кое-что скажу. Вот все, что я порекомендовала, я сделала для вас и за вас. За годы практики я создала курс терапии вот из этих разрозненных мотивов символ-драмы, дополнила техниками из других направлений, из других методов, интегрировала, разработала этот курс и отработала его уже вот прямо до филигранного такого состояния с огромным количеством клиентов. Мои ученики уже тоже убедились в эффективности этого курса, и сейчас у вас есть возможность воспользоваться моим опытом и получить профессию частного психолога с нуля. Обучение проходит и в группе, и индивидуально. Что вы будете иметь в результате этого обучения? Первое. Набор теоретических знаний по психологии без воды, необходимых для начала работы с клиентом. То есть вам не нужно, как в учебных заведениях, прочитать массу литературы для того, чтобы выбрать из нее что-то, что будет прикладным в вашей работе. Второе. Набор практических знаний ведения клиента в течение 10 сессий психотерапии с любым запросом. Вы, третье, увидите видеообразец работы с реальным клиентом на протяжении 10 сессий. Только это можно взять и уже работать. Вы получите письменный алгоритм того, как, начиная с самого первого взгляда на клиента, с ним поздороваться, как провести первую и последующие сессии, очень четко используя все то, что я уже разработала. Четвертое. У вас будет возможность пройти курс, полный курс личной терапии в ходе уже обучения. То есть вам не нужно будет дополнительно еще проходить свою терапию, а это обязательное сейчас условие для работы психологом. Ну и пятое, вы сможете уже начать практиковать со 2-й недели обучения. Я хочу обратить ваше внимание, что после обучения у меня есть годовое сопровождение в группе психологов под моим руководством, где мы разбираем совершенно бесплатно разные ситуации, которые происходят у нас в работе с клиентом. Разбираем множество разнообразных кейсов. Поэтому переходите по ссылке под этим видео в телеграм-канал, там больше информации и есть еще бесплатная демо-версия курса.